Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Новости последних дней, если честно, вводят в шок. На днях китайская команда техноблогеров опубликовала тесты RTX 3090, после которых у вас скорее всего отпадет любое желание ее покупать. Тем временем компания Microsoft окончательно решила покупать абсолютно все, что движется, а Asus представила разогнанную до предела версию RTX 3080. Но перед тем, как мы перейдем к самым актуальным новостям, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начать я хочу именно с Microsoft, которая пополнила коллекцию игровых студий в составе подразделения Xbox. На этот раз они купили компанию ZeniMax Media, которую все знают как владельца Bethesda Softworks. В рамках сделки на $7,5 миллиардов частью Xbox Game Studios станет Bethesda Softworks, Bethesda Game Studio, ID Software, ZeniMax Online Studio, Arkane Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog и Roundhouse Studio. Думаю, каждый из вас хоть раз сталкивался с играми этих студий. Также, разумеется, Microsoft получила во владение серию знаменитых франшиз, в том числе The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Dishonored и много других. Однако остается еще немало вопросов относительно последствий сделки. К примеру, экшен-боевик Deathloop от компании Arkane Studio должен был стать временным эксклюзивом для консоли PlayStation 5. Теперь же, когда Microsoft приобрела студию интеллектуальную собственность, игра может остаться эксклюзивом, но уже для Xbox. Также интересно, будут ли грядущие игры The Elder Scrolls и Fallout мультиплатформенными, или Bethesda теперь сосредоточится исключительно на Xbox и ПК. И уже после оглашения такой сделки высказался глава Bethesda Тодд Говард. Он затронул потенциал консолей Xbox нового поколения, высоко оценив скачок производительности как графической части, так и CPU блока, а также пообещал крупнейшую переработку движка со времен The Elder Scrolls Oblivion. С каждым новым консольным циклом мы развивались вместе. От появления модов на консолях с Fallout 4, которых скачано уже более миллиарда, до новейших технологий, поддерживающих Xbox Series X. Эти новые системы оптимизированы для огромных миров, которые мы любим создавать. Со скачками не только в графике, но и в процессоре и потоковой загрузке данных. Это привело к нашему крупнейшему улучшению движка со времен Oblivion. Со всеми новыми технологиями, на которых основана наша первая новая интеллектуальная собственность за 25 лет, Starfield, а также The Elder Scrolls 6. Из этого можно сделать вывод, что достойные проекты все-таки появятся в Next Gen, а покупка Microsoft скорее всего обеспечит новый Elder Scrolls всеми нововведениями, например, тем самым Direct Storage API, который загружает текстуры напрямую в видеокарту. А тем временем китайская команда техноблогеров TechLab опубликовала обзор нового игрового флагмана GeForce RTX 3090 на одном из местных ресурсов. Тесты проводились на стандартной системе этих ребят, которая включает разогнанный центральный процессор Intel Core i9-10900K в паре с памятью DDR4 4133. Несколькими днями ранее они протестировали GeForce RTX 3080 на этом же ПК и сравнили результаты. В видеоролике они называют карты флагман за 10 тысяч юаней и флагман за 5 тысяч юаней. И как видите, в ларке разница минимальна. А для удобства один из веб-ресурсов внес все данные в одну таблицу. Как видно, превосходство GeForce RTX 3090 сложно назвать подавляющим. Зачастую оно исчисляется единицами процентов и лежит в диапазоне от 5 до 10%. Вероятно, ситуация может измениться после релиза и выпуска актуальной версии драйверов. Но в целом ожидаемую производительность в играх нынешнего поколения уже можно проглядеть. Самый большой прирост, который удалось получить китайцам, находится в Death Stranding с выключенными лучами. А при включении лучей прирост исчезает практически на глазах. И это при том, что карты тестировались в 4К. А вот в майнинге ситуация кардинально другая. Долгое время Radeon 7 удерживала звание самой быстрой видеокарты для добычи криптовалюты Ethereum. Опытным майнерам удавалось выжать с нее порядка 100 мегахэш. А если верить первым бенчмаркам, то производительность игрового флагмана Nvidia Ampere в добыче Ethereum достигает 121 мегахэша в среднем. Этот результат в 1,5 раза превосходит показатели RTX 3080, которой удавалось выжать 81,3 МГц на штатных частотах. Но обычным геймерам можно не волноваться, что все карты RTX 3090 раскупят майнеры. Ценник на видеокарту настолько высок, что мало кто захочет строить фермы с большой окупаемостью. Тем более, когда есть более дешевая RTX 3080. Также стали известны цены на новый флагман зеленых. Уже завтра, 24 сентября, стартуют продажи RTX 3090. За относительно простую нереференсную модель попросят около $1500, что и является рекомендуемой ценой Nvidia. Но чем круче система охлаждения и заводской разгон, тем больше денег с нас и просят. К примеру, ROG Strix уже обойдется в $1800, а возможно чуть позже подъедут и более дорогие модели.
Какой будет ценник в местных магазинах, пока что не ясно. Да и скорее всего этих видеокарт приедет еще меньше, чем младшей модели RTX 3080. Кстати, стало известно, какой спрос сейчас на новую линейку. Гонконгская фирма Zotac стала первым партнером Nvidia, который рассказал о масштабах спроса на видеокарты RTX 3080. В частности, компания сообщила, что только через немецкое подразделение онлайн-магазина Amazon она получила около 20 тысяч предварительных заказов на недорогую модель RTX 3080 Trinity. Такого количества карт не оказалось ни на складах Amazon, ни в распоряжении Zotac, поэтому покупатели будут вынуждены ждать неопределенное время. Они официально заявили, что было получено почти 20 тысяч предварительных заказов, и мы даже имея самые лучшие намерения не можем обслужить их в короткие сроки, как бы нам этого не хотелось. Итак, еще раз, мы бесконечно сожалеем, но мы также не знаем, что здесь пошло не так. Ну а тем временем Asus раскрыла технические характеристики видеокарты ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, которая совсем скоро поступит на полки магазинов. Устройство претендует на звание самой разогнанной RTX 3080 из коробки. Графический процессор NVIDIA GA102 в составе новинки по умолчанию работает на частоте от 1440 до 1905 МГц, вместо рекомендуемым диапазоном зеленых от 1440 до 1695 МГц. Более того, с помощью фирменного приложения GPU Tweak 2 значение Boost Clock можно повысить аж до 1935 МГц. Как сильно такие значения скажутся на энергопотреблении карты, в Asus пока не заявили. Также до конца не ясно и о температуре. Даже несмотря на топовый охлад, частота буста явно намного выше рекомендуемой. А тем временем Gigabyte представила две видеокарты RTX 3070. Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC и RTX 3070 Eagle OC оснащены крупной системой охлаждения с тремя 80-мм вентиляторами и характеризуются длиной около 28,5 см. Самое интересное, что для подключения дополнительного источника питания предусмотрены 6 и 8 пин разъемы. Так что, скорее всего, во всех нереференсных видеокартах все же потребуется два провода для дополнительного питания. Хотя для референса достаточно и одного 8 пин. А из Тайваня прилетела очень интересная новость, которая поможет ксерокопиям и распечаткам еще быстрее работать с флешками. Тайваньская компания Portwell, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьютеров и встраиваемых систем, на днях представила весьма интересный продукт под названием материнская плата. Изделие оснащено процессорным разъемом Intel LGA 1200 и может похвастаться 20 портами USB 3.2 на задней панели. Материнка выполнена в форм-факторе Flex ATX и будет предложена в версиях на базе чипсетов, совместимых с процессорами Xeon W и Core 10 поколения. Эта плата, как и другие продукты вендора, будет распространяться преимущественно через OEM-каналы. Однако не сообщается о полном отказе от розничных продаж. Так что кому нужен такой функционал, уже могут приглядываться к покупке. Думаю, после выхода она быстро появится на Али. А из игровых новостей прилетела очень интересная новость. На странице будущего ремейка Mafia Definitive Edition в Steam появилась информация об использовании популярной, но не всегда эффективной защиты от пиратов Denuvo. Но есть и другие ограничения. Например, количество активаций ключей за сутки ограничено 5 на одном аккаунте. То есть за 24 часа одному пользователю можно запускать игру не более чем на 5 системах. А выйдет игра уже в эту пятницу 25 сентября и будет основана на движке Mafia 3 Engine. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по железу в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!